Всем привет, не особо лютый тест, но если сдохли, не сдохли. Я думаю, что вы слышали, и это было с эмоциями. Понятно, что если со всей дури о кафель ударить, то им будет хана, но вот так выживают. Смотрим. Умные часы для любителей активного вида спорта. Данные часы имеют привлекательный вид, хорошие материалы, отличную сборку, водонепроницаемость 10 атмосфер и защиту MIL STD 810G. Не боятся они ничего, якобы. Круглосуточный мониторинг пульса, кислорода в крови и уровня стресса, отслеживание фаз сна, мониторинг дневного сна, большое время автономной работы, GPS-навигация с различными удобными функциями для тренировок, и это только небольшая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Amazfit Xiaomi T-Rex 2. Но как на самом деле у них дела обстоят? Сейчас я вам расскажу. Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Напоминаю, что 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Вот такая вот Amazfit'овская коробка, и сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем тестировать T-Rex 2. Что делала Amazfit последние 4 месяца? Я думаю, вы замечали, как и я, что они скидывали все старые модели всего, чего только можно. И вводили какие-то новые под названием, как я понимаю, ZEP. Ну, вот это, во всяком случае, вышло под их же брендом. Это Amazfit T-Rex 2. Супер-мега защищенные часы. Не скажу, что премиум какая-то подача, но приличная. Что можно о них сразу сказать? Bluetooth версии 5.0, почему-то не 5.3, хотя часы прям супер-мега-ультра-гипер новые. Разумеется, работает с iOS и Android. Эконом-класс коробка стала, верхняя часть, да, а здесь вообще все прям чуть ли не бумажная коробка, картонная коробка стала бумажной. Сами часы от первой версии особо внешне я не вижу, чтобы отличались, но это лирика. Почему? Потому что первые T-Rex, как вы помните, я убил. Притом на обзоре это было довольно давно, я думаю, они исправились с одной стороны, с другой стороны. Для этого вы и смотрите обзор, чтобы узнать, исправились они или нет. Безель. Стекло утоплено. Вижу 4 кнопки. Ничего не читал про них, просто заказал с Алиэкспресса. Они пришли, сейчас протестирую, и я вам обязательно о них расскажу. Если брать зарядку магнитную, к сожалению, она идет с пинами. То есть это никакой там не Apple Watch, который идет с магнитиком. Ну ничего. Висеть способности у них, хотел сказать, нет, но есть. Это кому важно? Я еще раз повторяю, вы думаете, что многим не важно, но это не так. Народ пишет, народ возмущается, почему я это дело не проверяю. Здесь, помимо этого всего, документация, но она не нужна. Почему? Потому что вы по QR-коду их подключаете, и все. Вес с ремешком 65 граммов. Весят немного, выглядит по мне классно, лучше, чем было. По поводу всего остального нечего разглагольствовать, нужно тестировать и рассказывать. Диаметр этой радости в самом широком месте 50 миллиметров, 48 в узеньком, если не брать вот этот вот карабин, и толщина 15,6 миллиметра. Я ожидал, что они будут толще. Молодцы. Но сразу никакой галереи, никакой симки, ничего подобного здесь нет. А теперь смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок, там есть эксклюзивный контент, ну и, разумеется, самые интересные предложения Али. Полетели. Поставляется данная модель в звездно-черной и золотой расцветке, а также есть угольно-черный, дикой зеленой и пустынной цвета хаки. Внешние часы выглядят внушительно. Корпус часов выполнен из полимерного сплава. Ремешок силиконовый, стандартный, шириной 22 мм. Сборка, как и качество материалов, отличное. Тактильно они приятные. Смотрятся на руке хорошо. Приноски слегка ощущаются, но в целом дискомфорта я не ощутил ни от самих часов, ни от ремешка. Спать в часах можно, но желание их снять перед сном, разумеется, есть. На корпусе с тыльной части расположили 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту BioTracker версии 3.0, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и датчик внешнего освещения. T-Rex могут круглосуточно мониторить сердцебиение, уровень кислорода в крови, Oxygen Beats и уровень стресса. Вручную можно измерить все показатели одним нажатием, что очень удобно. Пульс воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. На руке показатели отображаются рандомно, в основном показатели неплохие. Но как только датчик попадает в неблагоприятные
неприятные условия, к примеру, ему мешает пот, то показатели не точны, и это более чем нормально. Мониторинг сна Somnus Care меня порадовал, так как он работает корректно. Часы мониторят фазы сна, дневной сон и качество дыхания во время сна. Система оценки состояния здоровья Pi также на борту. Весь мониторинг здоровья можно настроить в приложении, что удобно. Далее есть динамик и 4 физические кнопки, такие как Select, Back, Up и Down. Чтобы перейти к тренировкам с главного экрана, достаточно нажать кнопку Select. В настройках можно переназначать действие на любой из предоставленных, что тоже очень удобно. Считайте, кнопка программируемая. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает AMOLED-экран на 1,39 дюйма. Рамки у экрана есть, но они минимальные. Интерфейс доступен на русском языке, перевод нормальный, шрифт тоже неплохой. Но некоторые надписи не помещаются полностью на экране, поэтому их анимировали как бегущую строку, и это не всегда удобно, хоть и скорость довольно быстрая, и не приходится долго ждать, чтобы их прочитать. Плотность пикселей 326 ppi вполне достаточно для часов. Цветопередача хорошая и четкости хватает. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу довольно удобно, но изредка заметны небольшие рывки. Яркость 1000 нит по заявлению производителя. При прямом попадании света на экран яркости хватит, и бликов по минимуму вглядываться не приходится. Яркость регулируется ползунком, автояркость на борту работает она не очень хорошо. Время до отключения экрана максимум 30 секунд. Функция «Включенный экран» максимум до 20 минут. Также есть полноценный Always On Display. Работает он в постоянном режиме или в запланированном. Стиль циферблата можно выбрать из 6 предоставленных или воспользоваться классическим, при котором стиль Always On Display зависит от циферблата. При поднятии руки экран загорается практически моментально. Настроить скорость отклика и время работы возможность есть, за что отдельное спасибо. Далее циферблатов более чем достаточно. В магазине есть анимированные циферблаты, также есть персонализированные циферблаты. Свою фотографию или любую другую установить можно, но я не обнаружил циферблатов, через которые можно переходить в различные приложения. В настройках на часах можно выбрать один из 3 предоставленных стилей меню. Далее с главного экрана по свайпам нам доступно слева направо уведомления, сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно настроить под себя, что удобно. Также в ней находится режим театра, блокировка экрана и другие полезные функции. Свайп снизу вверх — это виджеты, которые также можно настроить. Свайп справа налево — меню. Меню большое, в нем есть Pi, тренировки, активность, измерение пульса, измерение кислорода в крови, измерение одним касанием, мониторинг уровня стресса, мониторинг сна, компас, который работает без подвисаний, барометрические высотомеры, показатели в многоэтажном доме с погрешностью здесь 5 метров. На открытой местности показатели довольно хороши. Далее есть погода, плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, сюда ничего залить нельзя, а также регулировки громкости. Будильник и календарь есть. Перейдя во вкладку «Больше» можно увидеть солнце и луна, история менструаций, дыхательные тренировки, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Поиск телефона, мировое время, список дел, заводной таймер, тот же Pomodoro Tracker и удаленная фотосъемка, которая работает исправно. Наша любимая Bluetooth кнопка. Меню также можно настроить под себя. В целом с этим разобрались. Теперь пробежимся по настройкам. Помимо ранее перечисленного, в них есть настройка звука и вибрации, настройки тренировок. К примеру, можно включить автоопределение тренировки, и на выбор их 8 штук. Чувствительность для автоопределения настроить можно. Также можно настроить GPS-навигацию, включить функцию «Не беспокоить», установить пароль для блокировки часов, включить авторежим низкой температуры, при котором часы автоматически будут переключаться между этим и обычным режимом в зависимости от температуры. Летим дальше. Операционная система Zepp OS версия 1.0. Версию ПО вы можете наблюдать на экране. Bluetooth версии 5.0, что странно, со смартфоном держит связь стабильно. На открытой местности не отваливались, как и в помещении. Подключить нагрудный датчик или даже наушники возможности нет, что, как по мне, приличный такой фейл. Учитывая, что в стратосах третьих, которые были давным-давно, все это можно было делать. Выделенная внутренняя память есть, тренировки на борту более 158 видов, плавательные, разумеется, тоже в наличии, и в целом на официальном сайте есть весь список тренировок. Если кого-то интересует что-то конкретно, обязательно зайдите и посмотрите список. Интеллектуальное распознавание также может распознать 15 движений силовых тренировок, но, как по мне, это не особо актуально, так скажем, просто для рекламы. Интервальную тренировку можно включить через сами часы, а создать шаблон тренировки нужно уже через приложение. Часы имеют продвинутую поддержку бега, так как есть умная коррекция траектории и виртуальный темпометр. Во время тренировки можно пользоваться плеером, что удобно. Заявлено, что можно загружать маршруты на часы, но я на данный момент не обнаружил данные функции. Также я хотел бы отметить, что некоторый функционал на данный момент недоступен, и как заявляет производитель, то он будет добавлен с новыми прошивками, но, к слову, месяц уже прошел, как их продают даже больше. T-Rex 2 имеет двухдиапазонное и 5-спутниковое позиционирование. Местоположение
Движение в помещении они определяют в основном до 15 секунд. На улице определение довольно быстрое. Карты строятся неплохо, отклонение от маршрута минимальное. Далее, вибромоторчик хороший, меня лично в паре с динамиком разбудил. Персонализированную вибрацию можно установить в приложении. Разговаривать с часов возможности нет, только сбросить вызов, включить беззвучный режим или ответить заготовками, за что отдельное спасибо. Уведомления приходят практически моментально, длинный текст просмотреть можно, смайлики отображаются не все, а вот иконки отображаются хорошо. Пока что я не встретил иконку приложения, которая бы не отображалась на часах. Ответить на сообщение можно, но только смайлами или быстрыми заготовками, что тоже в принципе неплохо. Далее, емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 4 минуты, с включенным всем функционалом, одной 30-минутной тренировкой в день с интенсивным использованием. Их, по моим тестам, 100% заряда хватит не более чем на 8 суток. Да, если менее интенсивно их использовать, то все заявленные 10 дней они проживут. Также производитель заявляет о 45 днях в режиме энергосбережения и до 24 днях в типичном сценарии использования. В целом, то, что они живут более 5 дней, меня уже радует. Далее, Amazfit T-Rex 2 имеют водонепроницаемость целых 10 атмосфер и стандарт MIL STD 810G. За время моего использования вода, которая в них попадала, никак на них не повлияла. Также для примера я окунул их, ничего не произошло. То, что очевидно, они остались живы, но проверить однозначно стоило. Плавать в них можно без проблем, не боясь, что они повредятся. Вы видели, тем более в начале, что в принципе я их пытался подолбить, поцарапались чуть-чуть, но не умерли. Логично, что все эти приблуды из разряда того, что они не боятся ничего, это реклама, пару ударов о кафеле ребенком, так же, как я делал с Amazfit T-Rex'ами первыми, и они окирпичатся. Но что-то обычное из разряда удара о косяк, либо о турник ненамеренного, не думаю, что они умрут. Летим дальше. Amazfit T-Rex 2 работает в паре с приложением Z. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам. В настройках для часов сами настройки практически идентичны настройкам на самих часах. Также в нем есть магазин с приложениями. К примеру, можно установить калькулятор, приложение расчет места хранения, контроллер камер GoPro, карты для навигации при поддержке Google Maps и еще небольшое количество приложений. Надеемся, что их станет больше, но, как мне подсказывает мой опыт, что новое вряд ли что-то появится. Также в приложении их можно обновить. Мне лично обновление прилетело сразу же после подключения часов к приложению. Далее, минусы. Нет микрофона, нет возможности разговаривать через часы, нет возможности подключить наушники или нагрудный датчик, есть встроенная память, но нет галереи, и возможность загружать музыку на них отсутствует. Далее, также минус на данный момент в том, что функционал, о котором заявляет производитель, отсутствует частично, и лично я надеюсь, что все-таки с новыми прошивками все станет только лучше. eSIM, разумеется, нет, да и спортивными их назвать сложно. Все-таки про нагрудник я уже раз 10 повторял. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, также смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Присоединяйтесь к нашему сообществу, нас там уже 15 почти тысяч человек. В канале взаимопомощи мата, хамства там нет. Резюмирую, Amazfit T-Rex 2 прочные, водостойкие смарт-часы с множеством полезных функций. Внешне они выглядят отлично. Этот G-Shock только умный, хотя у G-Shock тоже была умная модель часов. Возвращаясь к T-Rex 2, я бы хотел сказать, что на данный момент вау-эффекта я не получил никакого от них, потому что у меня были Stratos и 3, и по мне они лучше. Потому что у меня были T-Rex 1, которые я убил, и по большому счету я знаю, как убить вторые. Я уже понял за свою блогерскую деятельность, что большинство людей подобные часы покупают исключительно из-за внешнего вида. По внешке зачет. По качеству материалов, сборки и всему остальному тоже. ПО они обязательно допилят. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Спасибо за просмотр, ставим лайки девайсу. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.